В этом видео я расскажу, в каких случаях обязательно нужно знать интонации, а в каких случаях пользоваться интонациями правильно не обязательно. Я расскажу вам, как быстрее и легче освоить интонации иностранного языка. А еще вы узнаете, какая интонация самая популярная в речи носителей русского языка. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что здесь появляются полезные видео с уникальным, я бы сказала, контентом, который вы нигде не найдете больше. Итак, интонации. У меня уже есть видео на канале, где я рассказываю технически, как это работает. Что такое интонационная конструкция, что такое схема интонационной конструкции, как это работает, как это влияет на смысл сказанного. Если не смотрели это видео или подзабыли, пожалуйста, посмотрите. В этом видео я хотела бы поговорить с вами про интонации в целом, рассмотреть интонацию как феномен. Вот интонация в фонетике — это как вид глагола в грамматике, наверное. То есть самая сложная тема. Мне хочется начать вот с такой фразы. Интонация — это то, что тяжело найти и легко потерять. Сейчас объясню, о чем эта пафосная фраза. Интонация приходит позднее всего, а вот уходит, то есть забывается, легче всего и раньше всего. Вы знаете, несложно определить носителя языка, носителя русского языка, который уже долгое время, многие годы, не общается с другими носителями русского языка. Когда такой носитель начинает снова говорить по-русски, очень хорошо слышно, что он лет 20 назад переехал в другую страну. Слышно это не из-за мягких, твердых, не из-за звонких и глухих, не из-за редукции. Это не уходит. Эти навыки сохраняются очень хорошо. Слышно это из-за неправильных интонаций. Так вот, именно поэтому я обычно говорю, что интонация — это то, что тяжело найти, очень трудно найти и очень легко потерять. Я совру, если скажу, что интонация критически важна при изучении иностранного языка. На самом деле это не так. Вы можете спокойно изучать русский язык, не зная о существовании разных интонаций, произнося какие-то интонации неправильно, так как в вашем родном языке это принято правильно. Вас все равно поймут. На самом деле вас действительно все равно поймут. Только в некоторых контекстах интонация важна для понимания смысла фразы, критически важна. Только в некоторых контекстах, и в основном это как раз вопросительная интонация и утвердительная интонация. Интонация вопроса, интонация ответа. Вот здесь важно действительно слышать разницу и воспроизводить эту разницу. Но опять же, с помощью грамматических средств, лексики, порядка слов, контекста вы можете дать понять своему собеседнику, что вы от него хотите. Вы задаете вопрос или вы отвечаете. Но интонация — это то, что делает вашу речь аутентичной, естественный. Это еще один такой невидимый стеклянный барьер, который вы можете убрать между вами и вашим собеседником. Мои студенты и те, кто был у меня на мастер-классах, знают, что я люблю использовать метафоры, когда объясняю фонетику. Вот я сейчас смотрю в окно, да, а за окном у меня очень много деревьев, очень много зелени. Я смотрю, и приятно моим глазам, ничего не напрягает, нет ничего необычного, все очень естественно, цвета природы.
Листья на деревьях зеленые. Хотя странно, осень, кстати, сейчас. Ноябрь. Ну ладно. Это я все к тому, что вообще, когда мы представляем себе деревья, мы представляем себе что-то зеленое. Я понимаю, что бывают деревья с листьями других цветов, но в основном деревья мы представляем зеленые, да, и это такой естественный цвет для деревьев. Правильно? Правильно. А вот теперь представьте, вы выходите на улицу, и тут видите дерево синее, с синими листьями. Вот то же самое дерево. Форма дерева. Вы понимаете, что это дерево. Все понимают, что это дерево. Само дерево понимает, что это дерево. Но вот листья синие. Что-то не то, что-то не так. Так вот, с интонациями то же самое. Если вы говорите на иностранном языке, используя интонации вашего родного языка, то ваш собеседник, скорее всего, вас поймет, но на уровне ощущений он будет чувствовать, что что-то не так. Он может понимать, что вы иностранец, да, вы иностранец. И вы говорите, используя русские слова, да, и русскую грамматику, да, но что-то не так. Я знаю, что есть такое мнение, что интонация добавляет индивидуальности речи. И, вы знаете, даже не буду с этим спорить. Действительно, это так. Расскажу вам случай из моего недавнего опыта. Как я рассказывала у себя в социальных сетях, я была на Polyglot Conference, и мне запомнилось выступление носителя испанского языка на английском. Носитель испанского языка говорил на английском. И это было очень и очень забавное выступление. Во-первых, этот спикер в целом много шутил, дарил залу очень много энергии, положительной такой. И тема его презентации тоже была такая с юморком. Но вдобавок к этому этот спикер говорил на английском с сильнейшим испанским акцентом. И я поняла, что это очень забавно, это очень смешно, это действительно делает его речь смешной. Возможно, если бы он говорил без акцента по-английски, то не было бы так смешно. Может быть, я не знаю. Мне кажется, что вот этот акцент, он подбросил огня к его уже хорошему чувству юмора. И еще я заметила, кроме того, что иногда было сложновато понять, что же он говорит все-таки, еще я заметила такую интересную мысль, которая у меня проскочила в голове. Буквально на секунду мне показалось, что он говорит на испанском, а не на английском. Когда человек говорит на английском языке с испанскими интонациями, протягивает гласные, как это принято в испанском, заканчивает слово так вот, как это принято в испанском, есть полное ощущение, что человек говорит на своем языке. К чему я это все? К тому, что вы можете не хотеть избавляться от своего акцента, и это нормально. У всех свой подход к изучению языка и свой взгляд на изучение языка. Но если вы смотрите на язык, как на него смотрю я, а это такая целостная структура, куда входит звук тоже, у каждого языка свой особенный звук. И если вы хотите говорить на этом языке, то звук — это неотъемлемая часть этого языка, а интонация — неотъемлемая часть звука. Интересно, что для носителей языка не очевидно, что они говорят с какой-то там интонацией. Действительно, интонация очень и очень связана с эмоцией, то есть с тем, что не находится на поверхности. Но, тем не менее, интонацию можно освоить осознанно. И вот сейчас мы переходим к вопросу, как работать
с интонационной конструкцией, нужно ли вообще как-то специально работать над интонацией, можно ли это сделать, или это какое-то мракобесие, которым я занимаюсь у себя на канале. Для начала 2 коротких утверждения, с которыми, я думаю, многие согласятся из вас. Произношение — это прежде всего работа мышц. Определенная привычка мышц — это результат тренировок. И второе утверждение, тоже очень простое, и попробуйте поспорить. Навык узнавать на слух и навык воспроизводить — это 2 связанных, но разных навыка. Вот, а теперь, собственно, к тому, как же работать с интонацией. Под одним из видео на тему интонации появился такой комментарий: зачем схематично показывать интонацию, если это результат наслушанности? Интонация — это то, что нельзя изобразить. Я знаю, что есть вот прямо, не знаю, много или нет, но несколько, по крайней мере, людей, которые действительно уверены, что интонация — это что-то интуитивное, это что-то, что идет изнутри, из души. Или либо у тебя есть музыкальный слух, либо у тебя нет музыкального слуха. Вот ты либо научился использовать интонации, либо нет. Интонация — это что-то, что вот можно просто, не знаю, впитать в себя, вдохнуть, не знаю. И вот всякие такие другие способы, использовать. Так вот, сейчас буду оспаривать эту точку зрения. Представьте, что вы хотите научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Профессионально играть на каком-то музыкальном инструменте. Вот вы приходите в музыкальную школу, а вам там говорят: ты просто слушай больше. Ты просто много слушай. И вот наслушанность, она поможет тебе, и ты однажды либо будешь играть, либо не будешь играть. Вот так. В общем, поняли, да, к чему была эта саркастическая сценка? Действительно, наслушанность очень важна, когда мы говорим про произношение, про интонации в том числе. Чем больше речи носителей языка вы слышали и слушаете, тем легче вам будет усваивать интонации. Многие интонации вы будете просто воспроизводить действительно по привычке. Просто повторять по памяти вы будете эти интонации. Но давайте будем реалистами. Действительно, есть такое понятие, как музыкальный слух. И вот у кого-то музыкальный слух развит. В детстве этот человек много слушал музыки, может быть, слышал много разных языков и акцентов. И этому человеку будет легче скопировать интонации. И действительно, возможно, этому человеку даже не нужны схемы никакие. Он просто скопирует это по памяти. Но есть люди, которые в детстве, лет до 7, не слушали много языков, не слушали много разной музыки. И это нормально. Таких людей очень много. Но неужели вы думаете, что такие люди не могут освоить интонации? Могут, могут. Просто в этом случае нужно подойти с 2 сторон. С одной стороны, слушать много, а с другой стороны, через логику, через графики, например, через движение руками. В общем, разные есть приемы. Но помогать себе почувствовать, как меняется тон голоса. Это тоже навык, это тоже мышца. И ее тоже можно натренировать. В общем, как работать с интонациями? Много слушать, слушать носителей языка. Неплохо бы знать графическое изображение этих интонаций, чтобы хотя бы замечать это движение тона. И, конечно же, воспроизводить. Без практики никак.
Еще один нередкий вопрос, который я слышу, когда мы говорим про интонации, это: а неужели можно сказать только так? Или схему можно начертить только так и никак по-другому? Бывает такое, что для одной и той же фразы несколько интонаций подходит. Обычно в своих видео я стараюсь не делать кашу из разных вариантов и предлагаю вам 1-2 варианта, может быть, самых частых или естественных для меня. Но вы можете услышать что-то другое. Это прекрасно, если вы это заметили. Приведу пример. Вопрос «а ты?». Вообще обычно мы считаем, что этот вопрос произносится с 4-й интонацией. «А ты?», «а ты?». Но мы можем также произнести его с 3-й интонацией, на самом деле, в живой речи. «А ты?», «а ты?». Ну что же, напоследок оставила, может быть, самое интересное. Какая интонация в русском языке самая популярная среди носителей русского языка? И это 2-я интонационная конструкция. Это интонация, где тон вашего голоса резко падает вниз. Действительно, если вы посмотрите фильмы, сериалы и зададитесь целью размечать речь каждого участника, схемами, отследите, какие интонации они используют, интонация 2 встретится гораздо чаще, чем все остальные. Это неплохие новости для говорящих на американском английском, кстати, но это не очень хорошая новость для тех, у кого родной язык французский, потому что там основная интонация восходящая. Это не очень хорошая новость, насколько я понимаю, для тех, у кого родной язык британский, английский. Ну и будет здорово, если вы немножко проанализируете интонации вашего родного языка и напишите в комментариях, а какая интонация, попробуйте ее как-нибудь изобразить палочками, линиями, какая интонация самая популярная в вашем родном языке. Я надеюсь, что этот видео-подкаст получился интересным и где-то даже мотивирующим. Обязательно пишите ваши вопросы про интонации в комментариях. И вообще пишите комментарии. И записывайтесь на мастер-класс, который будет в декабре. Он будет посвящен интонациям, и там я отвечу на ваши вопросы. Это будет финальный мастер-класс года и, в принципе, финальный мастер-класс. В 2024 году я такой формат уже делать не буду. Вот. Такие дешевые мастер-классы, на которых я даю информацию полезнейшую. Так что, если всегда хотели со мной позаниматься или хотели немножечко фонетику потрогать, интонации вам интересны, или наоборот, если вы думаете, что интонация это вообще не важно, у вас такое сопротивление в теме интонаций, вам точно надо прийти на этот мастер-класс. Ой, ладно, в общем, друзья мои, пойду я пить чаек и долечиваться, потому что чувствую, что немножечко я еще не пришла в себя. Вот. Желаю вам здоровья, не болейте, мои хорошие, берегите себя. Вроде все сказала, друзья мои. Чао. Пока-пока, конечно же. Какой чао?